Всем привет! Меня зовут Юлия Гензина. Вы находитесь на моем канале, посвященном интерьерному вязанию. И сегодня я хочу вам провести маленькую экскурсию по моему маленькому дому. И мы с вами посмотрим, как же вязаный интерьер у меня здесь расположен и чем вообще я пользуюсь. Потому что, как вы знаете, я все-таки за активное пользование вещами, которые я вяжу. Итак, давайте приглядимся. Ну, во-первых, ковер-дорожка. Я действительно ими пользуюсь. Это действительно очень удобно. Они небольшие. Единственное, что они скользят. Это надо помнить про это. И все-таки надо использовать подложку. Раньше такие продавались в Икее. Сейчас наверняка где-то можно в интернете найти. Итак, это ковер-дорожка, связана с хлопкового шнура. Вот такой вот лаконичный узор. Это дизайн, который есть в моем курсе по коврам-дорожкам. Я подбирала специально вот такой серый и молочный цвет, потому что мне хотелось, чтобы все это гармонично смотрелось. Ну, прямо скажем, мне хотелось вообще не париться на эту тему, как там вписать, не вписать. Я понимала, что серый и молочный точно подойдет. Ну, дальше вы видите там брошенный мой плед цветочной геометрии. Я им пользуюсь действительно, особенно сейчас, когда отопления еще нет, а уже в Москве прохладно. Единственное, что он не довязан чуть-чуть. Я бы еще полоску связала. То есть мне хватает укрыться, но все-таки для полноты картины я бы еще довязала. Но чем хорошо мозаичное обрывное вязание, что можно вещью уже активно пользоваться, даже если она не довязана. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Ну, здесь у меня под столом подушки. Почему они под столом, а не на диване? Потому что, как я вам уже не раз говорила, главное мое опасение – это обвязаться так, что уже не продохнуть будет. Поэтому эти подушки пока мне некуда класть. Я их вяжу для другого проекта. Вот они у меня здесь лежат. Так, что у нас здесь? Вот у меня подушка недавно, я ее связала, она у меня, я активно ей пользуюсь. Необычная для меня форма прямоугольная. Рекомендую очень, особенно вот для таких диванов с глубокими ручками. Удобно. И облокотиться на нее удобно, и просто сидя локоть положить или под спину. Прям очень как-то она удачно здесь вписалась у меня. Больше, вот смотрите, на диване у меня ничего нет. Раньше было, вот здесь вот по стене стояли подушки, но, в общем, невозможно уже, конечно. Захотелось воздуха, поэтому, видите, подушки у меня пока здесь. Впрочем, если будет подушка подходящая, какая-то очень лаконичная и спокойная, чтобы голова не болела от цветов, то я ее сюда поставлю. Ну, Фима мой стоит уже со мной сколько лет. Это интерьерный слон. Да, он без ушей, потому что уши тянули его вниз, поэтому он вот такой вот без ушей у меня сидит. Тут мой еще один недоделанный проект, вы его помните по книге по моей, по третьей цвет на крючке, я его довязываю. Вот остался у меня буквально небольшой здесь моток, я хочу как раз его доделать. И еще будут у него кисточки. Вот такой вот, видите, он получается очень красивый. Будут кисточки по 4 сторонам. Будет очень красиво. Поскольку это мой текущий проект, один из проектов, вот он лежит у меня здесь сбоку. Плюс еще один текущий проект. Наволочка для пулинга, я вам ее показывала недавно. Так, что еще? Больше ничего вязаного у меня здесь нет. Ну, может быть, кроме корзинки, вон там вот корзинка из трикотажной пряжи со спицами. Я ее активно использую. Так, больше в комнате, пожалуй, у меня ничего вязаного нет. На кухне есть, да, подушки. Я ими пользуюсь, потому что иначе на спинку будет тяжело облокачиваться. Вот эту подушку вы помните. По книге «Нескучный плед». Это вот 2 квадрата. Один вихрь. И вот еще второй со звездой. В зависимости от настроения я ее переворачиваю нужной стороной. И на втором стуле тоже подушка. Это подушка тоже из книги восточная. Она сложена конвертом. Подушки, конечно, очень функциональная вещь. Так, что еще у меня есть на кухне? Ну да, на кухне есть наши друзья олени. Это интерьерное такое панно. Люди с советским прошлым, как я, сказали бы, что это вымпел. Я для него использовала прям-таки самую-самую дикую палку, которую нашла в снегу 2 года назад. Но для новых интерьерных панно, которыми мы с вами займемся, у меня будут модные палки. Вот такие вот. Вот, мне их принесла Ольга из Москвы, подруга моя. Вот, они, видите, уже без... Такие обтесанные, красивые, гладкие. В общем, будем на них тренироваться. Панно будет у меня висеть, наверное, здесь. Пока у меня здесь снежинки.
А будет, наверное, еще панно. Так, и еще в ванне, да, надо вам показать в ванне. В ванне у меня тоже ковер небольшой, тоже ковер-дорожка. Можно видеть, что я действительно им активно пользуюсь, потому что, видите, на нем остались мокрые следы от моих пяток. Значит, это жаккард, обрывной жаккард без протяжек, то есть там нить, которая не используется в данном случае, она протягивается внутри. Впрочем, все это я рассказала вам тоже в книге про в последний цвет на крючке. Там этот ковер есть, я про свои эксперименты с ним рассказывала. Эксперимент состоит в том, что я использовала градиентно окрашенный шнур, один моток, но вязала из двух разных его концов, чтобы посмотреть, как там совместятся секции. Вот, и, собственно, думаю, что все. Больше у меня сейчас активно ничего вязаного не используется. Почему так? Ну, в общем-то, потому что не хочется превратить этот и так небольшой дом совсем уж в пылесборник. Вот, но главное, что еще раз хочу подчеркнуть, что действительно всем этим я пользуюсь. Поэтому мой главный принцип – вяжи только то, что действительно нужно, и чем будешь пользоваться, и что сможешь встроить в интерьер – он, конечно, вот на этом примере работает абсолютно. Вот, хотелось бы узнать в комментариях, как у вас обстоят дела с связанными предметами у вас дома. Пользуетесь вы чем-то, не пользуетесь, или вы вяжете там только чтобы подарить, или вы вяжете только чтобы куда-нибудь сложить. Очень интересно, например, сколько у вас подушек в доме, пользуетесь ли вы ими, пользуетесь ли пледами, коврами, или все это только у вас ради процесса. Спасибо, приятного вам вязания и будьте здоровы!